Так как я в прошлый раз делала обзор текстовых редакторов, небольшой, такой сравнительный, я решила рассказать немножко о Emacs. Я использую там 5% от всех его возможностей. И если Emacs представить себе как скрипку, то мастера Emacs играют на нем вот так. А я играю вот так. Поэтому я решила проконсультироваться у знатока, у мастера Emacs, это мой коллега Василий, и он мне дал несколько отдельных советов, кстати, про вот это вот блоковое выделение. Я про него знала, но уже давно не использовала, забыла, как этот режим включать. И он мне также рассказал про то, какие есть документации по Emacs. Знаменитый сайт Emacs, в котором люди делятся своими наработками. Его можно просто читать, там просто-напросто есть очень много ценных, полезных советов. От простейших, как, например, новые добавить, до сложных наработок, позволяющих работать с проектами, там, с электронной почтой, или обрабатывать текст более мощный способ, например, добавление вертикального столбца, очень помогает, кстати, программированию. Да. Постоянно это вертикальный столбец, что-нибудь там, код, да, убрать кусок. А русскоязычные есть некоторые блоги людей, которые используют его. Там на самом деле можно найти 2-3 очень хороших блога. Самое важное в Emacs оказалось следующее знание. Emacs это не редактор. Emacs это просто унифицированное средство интерфейса. Ну и умение редактировать тексты тоже является хорошим таким положительным качеством, да. Самое важное сочетание клавиш, там есть на самом деле две религии в Emacs. Первое, ничего не трогать, все должно быть дефолтным. И второе, это кастомизировать для себя как можно больше. А вообще, с чего лучше начать? На самом деле очень много дает просто последовательное чтение документации для Emacs. Она очень хорошо написана, есть русский перевод. Просто читая ее, просто открываешь для себя, оказывается, вот как можно сделать. Не может быть. Вот дают. Вот это да. Я еще нашла книжку, ссылку на нее я оставлю внизу. И я не знаю, я люблю книжки. Многие любят просто ходить по интернету, читать там. Я люблю, когда это все собрано в одной там PDF-ке, и ты ходишь по оглавлению, читаешь. Мне как-то это комфортнее и спокойнее. А для начинающих я хочу сделать такой небольшой обзор именно моих шорткатов. Так что, кому интересно, поехали. Кстати, насчет обозначения. Обозначения очень интересные. Я все, когда изучала Emacs, я не могла найти, думаю, где же здесь на клавиатуре большая буква М. Я думала, что это используется М, а на самом деле М это мета, это Alt. То есть во всех справочниках по Emacs М большое, там, тире какая-то клавиша, это значит надо нажать Alt. Alt берете, удерживаете и нажимаете дальше следующую клавишу. Да. Мне очень нравится такая возможность, когда можно одной клавишей D пометить все файлы, какие вам не нужны в этой директории, и согласиться с тем, что все это удалить надо, и он все это подчищает. Самые простые, конечно, команды это Ctrl-K, Ctrl-Y, которую либо удаляют, либо вставляют последнюю удаленную строку. Лучше всего это делать так. Если вам нужно что-то выделить и куда-то вставить, то выделяйте, потом делайте MW, это он сохранит это все, и потом сможет Ctrl-Y это все вставить. Дальше забавные команды это сделать uppercase или lowercase, это когда мы увеличиваем, делаем все буквы заглавные, или буквы все уменьшаем тоже. В некоторых случаях очень удобно. Командочки для перемещения слов
друг с другом перемещение букв, но букв не всегда используются. Иногда там пишешь, что-то неправильно написал, там сначала идет функция, потом от чего она вызывается, и чтобы все не переписывать, можно встать просто на серединку, нажать эту команду, и она переместит эти два аргумента. Для новичков меня очень нервировало вот это, когда ты пытаешься выделить что-то, а потом эту часть удалить, нажимаешь Delete, а оно ничего не удаляет, просто снимает выделение. И оказалось, что нужно обязательно включать Delete Selection Mode, и тогда все получается, все работает. У меня тут стройка. Дальше интересно очень, это alt.запятой, он добавляет какой-нибудь комментарий, либо комментирует кусок кода. Еще классный режим, когда, не режим, а возможность, когда можно разделить экран либо по горизонтали, либо по вертикали. Еще есть потрясающий режим, когда вы можете выделять прямо блоки кода. Не по строчкам, а именно по столбцам. И называется, для того, чтобы это работало, нужно включить QR Mode. Это какой-то общий пользовательский интерфейс, как-то это откуда-то далеко, давно пошло, там еще из IBM, по-моему, если я не ошибаюсь. И если его включить, можно прямо выделять блок, куда-нибудь копировать или удалять, или заполнять какими-то символами. Ну, в общем, делать все, что хочешь, очень удобно. Еще есть очень замечательная вещь, это регулярные выражения. То есть вы можете что-то в файле заменить, используя регулярные выражения. Это очень сильно помогает. Также есть встроенный греб по файлам. Его можно вызвать, и у вас в соседнем окошке откроются все файлы, в которых встречаются эти строчки. И когда вы нажимаете на файл, вы можете, соответственно, сразу переместиться на эту строку. Очень полезная штука. А это как бы такой маленький обзор, что, какие команды я использую в программировании, которые мне помогали всегда. А есть еще небольшой арсенал инструментов для работы с проектами. То есть вот когда вы приходите на новую работу, вам нужно изучить весь проект, и что вам поможет? Вам поможет создание тегов. То есть вы сможете, Emacs может искать очень быстро по названию класса, по названию какой-нибудь переменной, сразу вас как бы перенаправлять на объявление этого класса или упоминание этого класса. Для этого нужно эти теги создать. Создаются они вот таким образом. Соответственно, когда вы эти теги создали, вы можете зайти в Emacs и встать на название переменной, Alt нажать, и он сразу переместит вас к упоминанию этого объявления, этой переменной или этого класса. Я еще хотела извиниться за эти звуки. У меня тут идет стройка, ну не совсем стройка, так, утепляют углы, и, соответственно, приходится снимать в таких вот условиях. Я уезжаю в отпуск в Крым, и, скорее всего, вернусь в сентябре. Так что в сентябре выйдут новые ролики. Если я успею что-то смонтировать, то я видео выложу из Крыма. Если не успею, то только после 6 сентября.